Всем привет! Приветствую вас в очередном ролике из прекрасного города Львова. Сегодня я вам расскажу очень много интересного, я покажу очень много интересных и старинных объектов. Но сейчас на улице очень громко и еще тут кричат дети около меня, поэтому я закругляюсь и начинаю свой сегодняшний рассказ. Пусть на улице Лычаковской, очень известной в городе Львове, и сегодня думаю, что большая часть ролика будет как раз об этом месте. Очень советую вам посмотреть и послушать, потому что с этой улицей связано не только много историй, а также много судеб. Людей, которые выехали со Львова и потом за границей, когда спрашивают, вы откуда, я из Лычакова. Так называлась вот этот район города Львов. Поэтому не переключайтесь и обязательно досмотрите ролик до конца. Улица очень-очень шумная, так что я не буду затягивать и начинаю свое повествование. А с вас пальчик вверх, комментарий, подписка, если вы еще не подписаны, и приятного просмотра. Итак, перед вами Глиянские ворота в укреплениях Бернардинского монастыря. О них я рассказывала в предыдущем ролике, обязательно посмотрите. Итак, улица Лычаковская начинается как раз с этих ворот. Перед ними находится площадь Мытная и потом улица Лычаковская. Под номером 3 на улице Лычаковской когда-то была построена первая типография, и в ней выпускалась первая львовская газета на французском языке. Также в этом доме жил Горголевский. Это архитектор, известный архитектор, по проекту которого был построен знаменитый Львовский оперный театр. И кого интересует история и экскурсия по этому театру, обязательно заглядите ко мне на канал, на плейлист о Львове, и там есть хорошая экскурсия по этому театру. А мы идем по улице Лычаковской вверх. Это одна из самых длинных улиц города. И также интересно, откуда происходит название этой улицы. Есть две версии названия: от фамилии немецкого колониста, который на территории вот этого района, у него была своя земля и поселение, или же от названия соломенной обуви под названием лычаки. Вот две версии. Ну и каждая, конечно же, имеет право на свое существование. А Глиянские ворота называются так, потому что вот эта улица Лычаковская как раз вела к поселению под названием Глиняны. Глинянский тракт, вот, и отсюда такое название. А по названию улицы Лычаковской также потом стали называть Лычаковское кладбище, Лычаковский парк, Лычаковская улица. Все это здесь как бы находится в этом районе и связано одним и тем же названием. Во время немецкой оккупации эта улица называлась Остинштрассе, то есть Восточная улица. А в советское время до, наверное, 90-х годов эта улица называлась улицей Ленина. Ну и сейчас вернулось ее старое, историческое, настоящее название – Лычаковская. Как я уже вам говорила раньше, с этой улицей связано очень много известных людей, которые выехали, которые жили здесь и потом выехали в Польшу. Ну и не только. Поэтому мне кажется, что интересно будет один раз пройтись по этой улице и записывать, показывать дома и рассказывать о каждом доме отдельно, которые связаны с каким-то известным человеком или каким-то, ну как сказать, каким-то учреждением, которое в нем было. Сегодня у меня на это времени нету, но я думаю, что возможно, если я еще приеду во Львов, если вам будет это, конечно же, интересно, обязательно напишите в комментариях, и я сниму такой ролик, потому что знаю, что меня также смотрит много старых львовян, которым приятно при помощи вот такого ролика пройтись по улочкам
и местам, которые связаны с детством или с юностью. Поэтому обязательно напишите, и я вам тогда сниму такой ролик. Или же напишите свои предпочтения. И если я поеду во Львов, и если у меня будет такая возможность, то я спланирую свои ролики в этом направлении. Если же меня смотрят люди, которые знают польскую культуру, то я назову имя известного режиссера, не режиссера, а известного сценариста и писателя Яницкого, который жил на этой улице. Он написал сценарий к такому известному фильму, как «Польские дороги» или «Дом». Вот. Также Витольд Шаугиня жил на этой улице, дружил с Яницким и написал серию прекрасных книг «Тамтен Львов», о городе Львове. Известный актер польский Пыркош, который играл и в фильме «Ва-банк», и «Четыре танкиста и собака», и во многих других фильмах, также родился и вырос на этой улице. И это не конец длинного списка. Еще об одном очень известном человеке я также расскажу вам в серии роликов о улице Лычаковской, потому что думаю, что одним роликом это не закончится, потому что, как я уже говорила, это одна из самых длинных улиц города. Я всегда, когда гуляю и есть такая возможность, захожу в старые брамы, в старые дома. И вот вижу открытую браму и также сюда зайду. Посмотрите, старинный дом. Есть возможность зайти и окунуться в атмосферу старого Лычакова. Хотя таких домов на территории Львова очень много. Заходим вот в такую браму. Обычно есть вход также во двор. Ну и посмотрим, как же сейчас эти дома выглядят. Постараемся представить себе, как это было раньше, ну и что от былой роскоши, как говорится, осталось. Как видим, ступеньки здесь уже такие обветшалые, старые, но во Львове очень много домов. Вот такая ниша, и, скорее всего, здесь раньше был кран для наполнения воды, потому что водопровода не было в каждой квартире. Вот, деревянные лестницы винтовые, круглые. И все это до сих пор осталось, еще, видите, не поменялось. Деревянный пол, выход на общий балкон внутри. Вот такие балконы. И львовские дворы, львовские лычаковские дворы. И квартиры большие, как сказать, поделили, и теперь вот с таких балконов некоторые входят из парадного, а некоторые входят вот с балкона в свои квартиры, потому что раньше квартиры были большие, и были также, вот еще одна такая, видите, ниша. Были входы для хозяев, и также вход был для прислуги. Черный вход и вход с парадного. Вот. И теперь, теперь после войны эти квартиры поделили. Вот. Но и кто входит так, а кто так. Когда я захожу в такие дома, то так на раз, два, три у меня впечатление, что я переношусь как минимум на 70 лет назад. Сами можете понять, почему у меня такое впечатление. Но все-таки мне кажется, что когда был здесь хозяин, которому принадлежали эти дома, он следил бы за ними намного лучше. Выходим на улицу, это не конец еще моей прогулки, путешествия по Лычакову. Я вам расскажу еще много интересного об этом месте, но уже в следующем ролике. Поэтому, друзья мои, смотрите предыдущие и ждите следующих. Перед нами очень много интересного и занимательного. Пока-пока.